Последнее время стали пользоваться популярностью игрушки в ретро-стиле из ваты. Для кого-то это напоминание детства, кого-то просто они умиляют. И это действительно выглядит очаровательно и оригинально. В этом мастер-классе я покажу наиболее простой вариант игрушки из ваты на примере снеговика. И в пару к нему в этой же технике я сделала скандинавского гномика, чтобы снеговику было не скучно. Нам понадобится лампочка грушевидной формы, теннисный мячик, салфетки новогодние декупажные, вата в рулоне, которую можно отрывать пластинами, немного муки, чтобы мы сварили клейстер, также клей ПВА, который мы добавим туда, клей момент и разные краски с кисточками. Подготовим вначале клейстер. В кипящую воду добавим тонкой струйкой муку, разведенную в холодной воде. Дадим закипеть и отставим в сторону. Когда масса слегка остынет, добавим в нее клей ПВА. После того, как клейстер немного остыл, добавим в него ПВА. Примерно 2 столовых ложки. И тщательно все размешаем. В этой массе мы будем вымачивать нашу вату. Клейстер также можно сварить с использованием крахмала. Но у меня была мука, поэтому я сделала его из муки. После подготовим наш теннисный мячик, шарик. Вырежем ножницами отверстие, чтобы оно идеально входило в цоколь лампочки. После того, как мы вырезали отверстие, проклеим немного клеем ПВА и наденем это на нашу лампочку. Вот так. И оставим все это подсохнуть. Пока наша заготовка подсыхает, разорвем вату, разберем на тоненькие пласты, тоненькие пластиночки буквально. Вот такие вот. И сделаем много таких заготовочек. Вот такая вот конструкция у нас получилась. Будущая игрушка за счет того, что внутренняя часть у нее достаточно полая, получится очень легкой. И на веточках будет висеть и не оттягивать их. Сейчас на эту подсохшую конструкцию мы будем наклеивать вату. Возьмем подготовленный пласт ваты и вымочим его в клее аккуратненько. Отожмем все лишнее и обклеим вот так вот нашу конструкцию. И вот так постепенно, шаг за шагом, мы должны полностью покрыть ее тонким слоем ваты. Если вы ощущаете, что очень много жидкости на предыдущем кусочке ваты было, покройте ее сухим.
сухим куском ваты, и она впитает всю лишнюю влагу. И вот так вот, пласт за пластом, аккуратно обклеивайте будущего снеговичка. Накладывайте вату поглаживающими движениями, как бы выравнивая всю поверхность. Поглаживающими движениями попробуйте максимально разровнять вашу заготовку снеговичка. Вот такой вот он у меня получился. В районе тушки я добавила немного больше ваты, чтобы он в будущем получился такой пузатенький, очень симпатичненький. И отложите в сторону, чтобы деталька подсохла. Тогда будет видно, где можно добавить еще ваты, чтобы сделать более ровной поверхность. Когда фигурка немного подсохла, ее можно еще слегка выровнять такими поглаживающими движениями, как будто бы вы шлифуете ее. Где-то, может быть, воздух выгнать. В этот момент вы ее доводите до идеального состояния. Пока снеговичок наш подсыхает, подготовим ему аксессуары. Оторвем достаточно плотный кусочек ваты и замочим его в клейстере. Отожмем лишний клей, чтобы он у нас не капал. И после этого будем формировать такой круглый диск. Это будет у нас поля у шляпы. Вы можете приложить снеговичка и посмотреть, насколько по диаметру должен получиться его шляпа. И аккуратно вот такими движениями подгибаете вату и делаете диск нужного вам размера. Вот такой вот диск будущей шляпы у меня получился. Дальше мы сделаем еще один диск, но уже меньшего размера. Точно так же подгибаю края, чтобы края все были очень ровные. Это будет у нас самая верхушечка шляпы. Вот такая вот верхушечка у нас получилась. Также мы должны еще сделать вот такой вот элемент в виде трубы. Точно так же смачиваем. Края у него должны быть абсолютно ровные. Вот такая вот ровная полосочка из ваты у нас получилась. Приложим ее к нашей шляпе. Сделаем трубу нужного нам диаметра и все лишнее срежем ножницами.
Когда детальки слегка подсохнут, их можно будет все склеить между собой с помощью клея момент. Дальше мы сделаем 2 ножки. Соберем такие вот небольшие комочки ваты. Обильно смазывая клеем, но так, чтобы он не вытекал. Раз. И точно такой же второй. Точно так же, как и ножки, мы подготовили шарфик, 2 колбаски для ручек и носик. Все лишнее мы срежем, когда все эти детальки немного подсохнут. И отложим все в сторону для того, чтобы оно все схватилось и подсохло. После того, как наши детали для шляпы немного подсохли, но еще остались достаточно мягкими и гибкими, чтобы мы могли придать им форму, мы все склеиваем и кладем в сторону до полного высыхания. Если вы слегка пересушили деталь, вы можете ее немного намочить водой, но не сильно, чтобы она не была мокрая, а просто стала немного гибкой. Я склеила шляпу. Я ее слегка намочила, немного-немного, чтобы она просто стала мягкой. И вот так вот примяла, слегка выгнула нижний диск. Вот такая вот у нас получилась шляпа, которую в дальнейшем мы приклеим к нашему снеговику. И пока я ее отложу в сторону подсыхать. Наши детальки подсохли, и мы приступаем к раскраске, сборке и декорированию нашего снеговичка. Из вот такой вот салфетки я вырвала, чтобы были неровные края, вот такой вот фрагмент с оленем. И сейчас сниму верхний слой, который буду приклеивать к снеговичку. Приклеивать я буду остатками клейстера, которым мы смазывали вату. И сейчас аккуратно, промазав поверхность пузика снеговичка, я приклею салфетку с одной и с другой стороны, чтобы сзади наш снеговичок также был нарядный и красивый. Выбираю красивую сторону и начинаю разглаживать кисточкой, смоченной в клее, нашу салфеточку. Чтобы она полностью пропиталась клеем и покрыла. Салфеточки слегка подсохли. Я беру белую краску, макаю небольшой кусочек губки и практически сухой губкой вот так вот слегка
не перекрывая рисунок, а только смазывая края салфетки, чтобы они не были видны, покрываю нашего снеговичка. Придаю ему такой слегка зимний, припорошенный снегом внешний вид. Краска слегка подсохла, и я приступаю к сборке снеговичка. Начинаю склеивать все элементы этой игрушки. Беру подсушенные ножки. И приклеиваю их к туловищу. Точно так же я приклеиваю подсохшие ручки. Ручки наши подклеились, и мы их сейчас практически сухой губкой, тампирующими движениями вместе с головой слегка покроем белой краской. Полностью покрывать снеговичка белым цветом мы не будем. Он у нас такой будет слегка грязноватый, как будто бы его скатали из настоящего снега. Но немножечко более свежий вид мы ему придадим. Нам осталось только приклеить шляпу, носик и повязать на шею шарфик и раскрасить. Вот так я раскрасила, приодела очаровательного снеговичка. Он нарядный с двух сторон и готов отмечать с вами Новый год. В пару к нему точно в такой же технике получился скандинавский гномик. Вот такие снеговичок и гномик получились достаточно просто. Такую игрушку можно повесить на елку, или она будет теплым и добрым подарком, близким на Новый год. Надеюсь, вам понравилось видео. Я буду благодарна вам за лайки. И до новых встреч!